Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе новых видео. Господин Махмуд носит кольца Мелиха и Синим, и между ними ведется дружеская беседа. Все очень счастливы. Эмир очень подавлен, потому что не может поехать в путешествие и принимает меры против жителей дома. Когда Дерья выйдет из дома, потому что мой друг пригласил ее на кофе, Джамиль говорит, не обращая внимания на Ханчера, ребенок забудет слова Дери. Йонка счастлива, когда узнает, что Нусрет уходит из дома. Пока Хансер разговаривает со своим ребенком и говорит: «Я так расстроила твоего брата Эмира, я не смогу хорошо о тебе позаботиться такими темпами», Дерья сообщает хорошие новости о том, что я нашла для тебя работу. Когда он говорит Ханчеру, что будет гладить еду мужчине, который живет один, Хансер говорит: «Нет, тетя, что я делаю, я буду ждать в доме этого человека». Когда Джамиль слышит это и говорит: «Такого не бывает, ты нашел эту работу», Дерья говорит, что ты злишься, не понимая и не слушая. Далее он говорит, что мужчина был трудоголиком, что он приходил домой перед сном, оплачивал транспорт, еду, страховку, давал ему дневную зарплату и даже отвозил его домой, не встречаясь с ним лицом к лицу. Когда Ханчер спрашивает Джамиля: «О чем ты говоришь?», Джамиль отвечает, что «я не знаю». Когда приходит Эмир и говорит: «Сестра Ханчер, прими это, и он немедленно отдаст тебе деньги, ты также можешь оплатить поездку», убежден Ханчер. Когда Дерья садится, чтобы развлечься, Йонка звонит ей с телефона Гэжи Мукаддер. Ханчер приходит в дом, где работает, и говорит, что мебель совершенно новая, а холодильник пуст, поэтому он не приходит домой, как сказала моя тетя. Затем он находит на кухне конверт, адресованный Гэжи Хансер, и, открывая его, обнаруживает внутри приветственную записку. Дерья спрашивает Йонку: «Откуда вы знаете Гэжу Мукаддер?» Пока Йонка пытается объяснить свою проблему, говоря, что мне нужна помощь, приходит Джамил, берет телефон из ее рук и вешает трубку, говоря: «Больше не звони моей жене». Когда он находит помидоры в доме, куда ходит Хансер, он вспоминает дом, в котором они с Джиханом поселились, и пасту с томатным соусом, которую он там готовил. Вероятно, он устроил этот дом, чтобы защитить Джихана Хансера от всевозможных проблем, и на кухне даже есть камера. Потом она садится и говорит малышу: «Я так скучаю по твоему отцу, по его милому взгляду, по его улыбке, так трудно привыкнуть к жизни без него, но мы привыкнем, мой дорогой». И снова начинает готовить ужин. Джихан же привлекает внимание сериалом, который он сделал по поручению Ханчера в компании, и, глядя на него, он вспоминает свои воспоминания с Ханшером. Позвольте мне познакомить вас с той особенной женщиной, имя которой я назвал, представляя этот сериал, моя жена Ханчер Девелиоглу. Когда Дерья спрашивает: «Почему ты вернулся домой и почему не пошел пить кофе?», Джамиль ложится на диван, потому что не хочет лежать дома. Когда Дерья спрашивает, почему она позвонила: «Ты повесил трубку», Джамиль говорит, что у него снова проблемы, не беспокойся. Дерья задается вопросом, почему Йонка позвонил мне и откуда они знают друг друга по телефону госпожи Мукаддер. Даггер готовит еду и оставляет ее на прилавке с веревкой и запиской. Как только Ханчер выходит за дверь, Хансер очень радуется, когда деньги переводятся на ее счет. Она говорит, что этот человек действительно человек слова, и если это так, Эмир будет очень рад. В этот момент он видит перед собой Джихана. Когда Ханшер спрашивает: «Что ты здесь делаешь?», Джихан Бейза отвечает, что он зашел слишком далеко, и я прошу прощения от его имени. После того, как Ханчер сказал «хорошо», Джихан спросил, стоит ли нам поговорить. Когда Ханчер спросил: «Мы поговорили, о чем еще мы будем говорить, собираешься ли ты сказать то, чего больше не было?», Джихан сказал: «Давай просто поболтаем». Дерья думает, что Джамил спит, и выходит из комнаты. Она пытается позвонить Йонке, но не может до него дозвониться, потому что телефон выключен. Когда Джамиль встает и подходит к нему и говорит, что если ты ищешь ту квартирантку, то мы можем поменять шишки, Дерья злится и спрашивает, почему она дома. Джихан приводит Ханчера в чайный сад и говорит ему, что ему есть о чем поговорить. Когда Ханчер говорит: «Вам не нужно обо мне беспокоиться, у меня все хорошо, я готовлю и убираюсь, мне комфортно», Джихан говорит: «Если вам комфортно, проблем нет».
Во время разговора с Мелих Синим она спрашивает: было бы плохо, если бы у нас по дому бегал маленький мальчик, и Синим смущается. Когда Ханчер спрашивает: вы не будете возражать или нет, Джихан отвечает: если вам удобно, мне нечего сказать. Даггер говорит: смотри, на этот раз веди себя так, как будто ты это принял, и не создавай никаких проблем в дальнейшем. Вы тот человек, который посадил меня под стражу. Когда вы это говорите, говорит он, я разговаривал с дядей Джиханом Эртугрулом, осознал свои ошибки, давайте больше не будем обсуждать эту тему и расстраивать друг друга. На самом деле мне так много всего нужно сказать тебе, но я должен молчать ради нас обоих, пока кинжал говорит, а Джихан говорит: я просто хочу посмотреть на тебя прямо сейчас. Синим и Мелих приятно беседуют, пока едят бублики и айран на улице, и когда Мелих смотрит на нее, Синим очень смущается. Когда Мелих говорит: какая ты красивая будешь в свадебном платье, Синим говорит: зачем тебе свадебное платье, Мелих говорит: почему ты не забываешь, что все говорят, разве я не имею права видеть тебя в твоем свадебном платье? Когда Синим спрашивает Фадиме, придут ли мать и Айсу, Мелих отвечает: я обещал твоему отцу, мы разберемся с этим спокойно, но это будет наш самый счастливый день, и пока он протягивает руку, чтобы держать ее за руку, Синим скучает по его руке. Сидя с Джиханом Ханчером, она вспоминает времена, когда обнималась с ним в постели. Ханчер вспоминает тот момент, когда Джихан в качестве сюрприза показал ей дом, который собирался построить. Джихан встает и говорит: иди домой, пока не поздно, брат Джемиль, не волнуйся, я бы тебя подбросил, но ты не принимаешь это сейчас, и идет к своей машине. Даггер задается вопросом, что это было сейчас. Джихан садится в машину и берет трубку. Это госпожа Мукаддер. Чего ты хочешь? Мама, ты получила невестку, которую хотела, и твой внук уже в пути. Но я потерял тебя, пожалуйста, вернись домой. Бейза замечает это, приходит к нему и говорит, что ты зовешь своего сына домой, чтобы он мог прийти и понять, что я не беременна, оставь его там, твой внук очень скоро придет, тогда ты можешь позвонить своему драгоценному сыну, чтобы дать ему добро. Новости. Пока Дерья выполняет свою работу, она также пытается связаться с Йонкой, но не может. Когда Ханчер приходит домой и показывает, что она очень счастлива, Дерья улыбается и спрашивает, все ли прошло хорошо. Когда Ханчер садится рядом с Эмиром и спрашивает, расстроены ли мы все еще, он отвечает: я иду из школы и заплатил за поездку. Эмир становится очень счастливым, обнимает Ханчера и благодарит его. Дерья очень обрадовалась, когда я рассказал ей, что занимался поделками из кинжалов, и она сразу же положила деньги на мой счет. Пока Нусрет ужинает с Йонкой, он спрашивает ее: почему ты не ешь, во что ты играешь? Когда Нусрет говорит: я не чувствую вкуса клевера, я говорю: это не для тебя, это для ребенка, его нужно съесть, но внезапно Йонка чувствует боль. Когда Нусрет спрашивает, что случилось, с тобой все в порядке, Йонка отвечает, что он был в таком состоянии уже несколько дней, Нусрет говорит: иди спать и отдохни. Пока Йонка ложится спать, Нусрет говорит, что если он продолжит, скажи мне, чтобы я позвонил акушерке. Клевер молится, чтобы не рожать. Пока Ханчеры приятно ужинают, Хансер получает сообщение от незнакомого ему номера, в котором говорится: «Спасибо, я, должно быть, приготовил ужин перед отъездом». Когда Дерья и Джемиль настаивают на том, чтобы написать «приятного аппетита», они пишут в ответ и просят сохранить номер. Дерья очень переживает, когда Джемиль остается дома из-за безработицы. Затем, когда Джемиль получает работу по покраске, он с волнением начинает готовиться. Дерья также намерена пойти и взять заявление у Мукаддера. Пока Джихан работает над рисунком, приходит Энгин и говорит, что он тот Джихан, которого нам давно не хватало. Он говорит, что я разговаривал с Джиханом Ханчером, но не волнуйтесь, я не причиню никаких проблем. Он говорит: как всегда, я предоставил себя Хансеру, чем больше мы боремся, тем больше мы причиняем друг другу боль. Даггер снова приходит на работу и находит записку своего начальника, где тот говорит, что положил на его счет деньги за покупки, что хочет завернуть их к ужину и что тот просит постирать и погладить вещи в его грязной корзине.
Когда Дерья приходит в особняк и говорит: «Скажите Гэже Мукаддер, что я приду», Гульсум говорит: «Подождите, вы не можете войти в этот особняк, как раньше». Дерья толкает Гульсум и входит внутрь. Пока госпожа Мукаддер пытается поговорить с Дерьей, приходит Бейза и говорит ей неприличные вещи. Она говорит: «Не ищите источник этого, браслеты закончились, можете очиститься от невестки». Дерья говорит: «Я не разговариваю с такими женщинами, как Ханчер, и если ты думаешь, что моя невестка бездомная, я тебя отошлю». Когда Бейза произносит оскорбительное слово, Дерья сначала щипает Бейзу, а затем дает пощечину Гульсум. Он говорит: «Есть место, которое ты очистил Хантером, я заставлю тебя лизать их одно за другим». Затем, когда он уходит, Бейза говорит Гэже Мукаддер, что женщина убивала меня, а вы даже не издали ни звука. Мисс Мукаддер говорит, что если у вас не режутся зубы, в следующий раз вы сможете кусать соответственно. Он поворачивается к Гэже Фадиме и просит приготовить мне хороший кофе с рахат-лукумом. Она покупает кинжалы, кладет их в шкаф, заворачивает и готовит начинку, стирает и гладит. В это время он включает домашнюю камеру на компьютере и наблюдает за Даггером. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы увидеть больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.